Сегодня вам предстоит узнать об удивительном и в то же время поразительном противостоянии, где человечество объявило войну самым зловещим и скользким созданием на планете – змеем. Но вот загадка. Как охота на эти древние существа обернулась глобальной катастрофой, которую не предвидел никто? Сегодня вы услышите невероятную историю о том, как благие намерения иногда приводят к самым непредсказуемым последствиям. Это истории, которые оставят вас в трепете и заставят пересмотреть отношение к окружающему миру. В 1979 году японские специалисты доставили на остров Амамиосима, принадлежащий архипелагу Рюкю, около 30 малых мангустов. Эти животные были ввезены для борьбы с популяцией хабу, ядовитой змеей из рода гадюковых. Однако в 2024 году Министерство окружающей среды Японии объявило о завершении программы по искоренению мангустов на этом экзотическом острове. Что стало причиной изменения подхода к этому виду? Выяснилось, что мангусты, вместо того, чтобы заниматься тем, зачем их привезли, решили не утруждать себя и начали охотиться на более доступные виды животных – птиц и рептилий, среди которых находились эндемики данной территории. К примеру, из-за их активности резко уменьшилась численность лазающего зайца, обитающего только на островах Амамиосиме и Токунасиме, а также украшенной сойки и остроносой пахучей лягушки. К началу 21 века численность мангустов достигла примерно 10 тысяч особей. Такое большое количество завезенных хищников представляло серьезную угрозу для местной фауны. Чтобы защитить уникальную экосистему, японское правительство запустило программу по отлову мангустов с использованием специальных ловушек. Кроме того, для поиска этих животных привлекались обученные собаки. В результате удалось поймать около 32 тысяч особей. Проект по уничтожению мангустов завершился успехом. Последняя особь этого вида была замечена на Амамиосиме в апреле 2018 года. Установленные на острове автоматические камеры перестали фиксировать присутствие этих животных. 6 лет спустя, 3 сентября 2024 года, Министерство экологии объявило, что остров Амамиосима полностью избавлен от мангустов. Было решено прекратить установку ловушек, хотя автоматические камеры оставят на месте для мониторинга возможного возвращения хищников. Специалисты, участвовавшие в ликвидации мангустов, теперь будут работать на севере Окинавы, где эти животные все еще встречаются в больших количествах. Присутствие мангустов повлияло не только на численность, но и на поведение местных видов. Герпетологи отметили, что лягушки на Амамиосиме стали вести себя более осторожно после появления мангустов. Даже когда хищников почти не осталось, лягушки, обитающие поблизости от прежних мест проживания мангустов, проявляли больше беспокойства, чем те, кто жил дальше от них. Почему именно мангусты стали теми хищниками, с помощью которых решили бороться с ядовитыми рептилиями? Мангусты известны своими навыками охоты на змей, однако они не составляют основу рациона этих животных. Основной пищей мангустов служат мелкие грызуны, фрукты, насекомые и даже скорпионы. Змеи же становятся объектом атаки мангуста лишь в тех случаях, когда представляют опасность для его потомства. Стоит отметить, что мангусты не обладают иммунитетом к змеиному яду. Их защита заключается в плотной шерсти, которая служит своеобразной броней, защищающей от укусов змеиных клыков. Тактика мангустов заключается в утомлении змеи, после чего они пытаются ее изгнать или уничтожить. Обычно мангуст кусает змею в различных местах тела. Во многих уголках Индии мангустам отводится роль домашних защитников. Хотя мангусты остаются дикими животными, люди часто подкармливают их возле своих домов. Живя рядом с человеком, мангусты помогают бороться с вредителями, такими как мыши, насекомые и змеи. Этот опыт пытались применить и в других странах с теплым климатом. В XIX-XX веках мангусты были завезены на Гавайи, Карибы, в Центральную Америку, Малайзию, на острова Маврикий и Реюньон, в Японию и даже в Италию. Смотрите далее, и вы узнаете, как сложилась ситуация в разных странах после того, как туда были завезены мангусты.
Ямайка была и остается крупнейшим производителем сахарного тростника. Чтобы справиться с крысами, уничтожающими сахарный тростник, на Ямайку были доставлены ядовитые змеи из Южной Америки – батропсы. Существует версия, что этих змей намеренно завезли и выпустили в лесах, чтобы усложнить жизнь тем чернокожим рабам, которые могли попытаться сбежать с плантаций. Однако появление змей не привело к значительному снижению численности грызунов, которые продолжили портить урожай. Тогда люди решили привлечь на остров другие виды экзотических животных. Были предприняты попытки заселения удавов, хищных муравьев и европейских хорьков. Но ни одно из этих существ не смогло адаптироваться к новым условиям. Между тем, численность змей и крыс продолжала расти. Позже на Ямайке попытались использовать южноамериканских гигантских жаб, надеясь, что они помогут контролировать популяцию вредителей. Однако жабы вели себя независимо, игнорируя змей и крыс. В итоге, в 1972 году на Ямайке появились маленькие мангусты, завезенные из Индии. Они действительно помогли сократить численность крыс в некоторых районах, но одновременно нанесли ущерб местным видам, таким как змеи, которые были практически полностью уничтожены на ряде островов. Однако мангусты не смогли полностью решить проблему с крысами. Хотя они и отпугнули часть грызунов с плантаций, заставив их переселиться в жилые дома, полностью уничтожить крыс им не удалось. Дело в том, что мангусты активны днем, тогда как крысы ведут ночной образ жизни, и их биоритмы просто не совпали. Кроме того, батропсы оказались намного проворнее, чем змеи Старого Света, и в схватках с мангустами зачастую выходили победителями. Мангусты быстро поняли, что лучше избегать конфликтов с этими рептилиями, и прекратили на них охоту. Вместо этого они переключились на местную фауну, став настоящими вредителями. Более того, на Ямайке началась вспышка распространения клещей, поскольку мангусты уничтожили птиц, контролировавших численность насекомых. В 1883 году на Гавайи из Ямайки было перевезено потомство из 72 маленьких индийских мангустов. Их целью также стала борьба с крысами и насекомыми, наносившими ущерб сахарным плантациям. Однако на островах Ланаи и Кауаи мангусты не смогли обосноваться. Завезенные мангусты в различной мере справлялись с крысами и змеями. На Карибских островах некоторые местные виды змей были практически полностью уничтожены на отдельных островах. Однако, как оказалось, мангусты отличаются всеядностью и высокой адаптацией. Основу их рациона, особенно у маленьких индийских мангустов, составляют вовсе не крысы и не змеи. Поэтому, несмотря на частичный контроль над этими видами, мангусты находили пищу и в других источниках. Хотя мангусты оказывали некоторое воздействие на популяции грызунов, их влияние на местные виды птиц, черепах и других животных оказалось куда более значительным. Основная причина этого кроется в том, что мангусты питаются яйцами птиц и черепах. Среди пострадавших гавайских птиц 8 видов, находящихся под угрозой исчезновения и внесенных в федеральный список, таких как гавайская ворона, буревестники и гавайский гусь. Как и большинство инвазивных видов, мангусты на Гавайях лишены естественных врагов. Гавайские острова представляют собой достаточно безопасную среду обитания, ведь за пределами водной стихии здесь отсутствуют природные хищники. Это значит, что единственным возможным способом регулирования численности мангустов является вмешательство человека. На Гавайях действует специфическая стратегия управления популяциями мангустов. Законом штата запрещено ввозить, содержать или разводить какие-либо виды мангустов без специального разрешения. Такие разрешения не выдаются на островах Ланаи и Кауаи. Нарушение этого правила карается штрафом в размере от 250 до $1000 за каждую особь мангуста. На Гавайях функционирует горячая линия, по которой можно сообщить о случаях обнаружения мангустов на островах Ланаи и Кауаи. На остальных островах сообщения об обнаружении мангустов не обязательны. Правительство Гавайев реализует программы по отлову мангустов, создающих проблемы. Однако конкретных примеров таких программ мне найти не удалось. Кажется, что многие природоохранные организации сосредоточены главным образом на выяснении,
распространились ли мангусты на другие острова, и мониторинге их воздействия на экосистему. От людей и мангустов на Маврикии в 17 веке для гигантских черепах начались мрачные времена. Сохранившиеся гравюры демонстрируют огромные размеры этих сухопутных рептилий. Мясо черепах пришлось по вкусу пиратам, которые без стеснения загружали тысячи живых консервов в трюмы своих кораблей. К сожалению, современные поколения уже никогда не смогут увидеть ни гигантских черепах, ни другие редкие виды животных, обитавших исключительно на Маврикии. Долгие годы изоляции острова от человеческого влияния способствовали развитию множества уникальных видов, но они были жестоко истреблены первыми исследователями, колонистами и завезенными ими домашними питомцами, такими как собаки, кошки и крысы, буквально в первые 100 лет после открытия. Когда-то на Маврикии от дрантов, весивших до 33 фунтов, буквально негде было укрыться. Настолько многочисленным был этот вид. Голландцы убивали доверчивых птиц палками, а тех, кому удавалось спастись, пожирали собаки, свиньи и кошки. Из-за сокращения числа эндемичных видов на остров стали завозить птиц и млекопитающих из других стран, включая певчих майнов из Индии, мангустов и обезьян. Это было сделано в попытке компенсировать утрату местного биоразнообразия, вызванную нашествием паразитов, таких как сахарная вошь и полчища красной саранчи. Тем не менее, современная численность птиц на Маврикии значительно уступает той, что существовала до его открытия европейцами. Уже несколько десятилетий власти Маврикия прилагают значительные усилия для сохранения оставшихся уникальных видов животных. С этой целью в 1977 году был создан национальный парк «Ущелье Черной реки», площадь которого составляет около 16 300 акров. Здесь обитают редкие розовые голуби, ожереловые попугаи, а в небе парит маврикийская пустельга, относящаяся к семейству соколиных. Под государственной защитой находится и уникальная природа островка Круглый, преобразованного в заповедник. После того, как в 1883 году мангустов завезли на Гавайи, они вскоре оказались и на Фиджи. В Индии мангусты давно приручены и охраняют жилища от ядовитых змей. Предполагалось, что на Фиджи они станут эффективными борцами с крысами и змеями, которых там множество. Однако и здесь их польза оказалась довольно сомнительной. Мангусты быстро размножились, одичали, но вместо крыс и рептилий стали охотиться на птиц. Число игуан и мелких птиц заметно сократилось из-за их активности. Все дело в том, что данный вид мангустов ведет дневной образ жизни, тогда как крысы и змеи наиболее активны в сумерках. Поэтому план по борьбе с грызунами провалился. Удивительно, но, несмотря на печальный опыт вест-индийского эксперимента, в 1951 году 80 мангустов с Ямайки были перевезены в Колумбию. Также без должной ответственности обсуждаются проекты по поселению мангустов в Австралии и Новой Зеландии для борьбы с кроликами. Если это произойдет, последствия могут оказаться катастрофическими. Редкие животные Пятого континента окажутся под угрозой вымирания, и ситуация может перерасти в настоящую национальную катастрофу. Однако не во всех странах существует отрицательное отношение к мангустам. В Индии и на Шри-Ланке эти хищные зверьки играют важную роль в домашнем хозяйстве, помогая людям справляться не только с крысами, но и с опасными змеями. Ежегодно тысячи людей в этих странах страдают от укусов ядовитых змей, и мангусты оказываются незаменимыми помощниками в защите жилья. Несмотря на высокую смертность от укусов змей, целенаправленная борьба с ними не ведется, так как змеи считаются священными животными. Зато мангустов, не столь щепетильных в отношении опасных рептилий, охотно держат в доме индийцы. Наиболее популярным видом мангуста в качестве домашнего питомца является обыкновенный мангуст или индийский серый мангуст. Эти зверьки легко приручаются. Достаточно однажды поймать и покормить мангуста, показывая, что ему ничего не угрожает, и он начинает считать человека своим другом. Такой вид мангуста встречается не только в Индии, но и в других азиатских странах, а также в Африке,
где выполняет аналогичную функцию – охотится на крыс, мышей и змей. Таким образом, детская сказка Редьярда Киплинга «Рикки-Тикки-Тави» вполне могла основываться на реальных событиях. Ведь мангусты в Индии пользуются большой любовью и уважением за свое умение убивать змей и считаются священными животными. С древних времен способность мангустов охотиться на ядовитых змей вызывала восхищение у людей. Их изображения можно встретить на стенах египетских храмов и в пещерах, а также в виде мумий. Уважение к ним было сопоставимо с отношением к кошкам. Несмотря на отсутствие иммунитета к змеиному яду, мангуст полагался на свои быстрые лапы, острые зубы и хвост, позволяющие ему мастерски маневрировать. В Древнем Египте, которая являлась аграрной страной, вопросы борьбы с вредителями и сохранения урожая имели особое значение. Египтяне приручали мангустов, начиная с двухнедельного возраста, и те становились надежными союзниками в доме. В Египте мангустов называли фараоновыми крысами, их обожествляли и мумифицировали. Змеи считались носителями как добрых, так и злых сил, и египтяне верили, что мангусты уничтожали именно тех из них, которые несут зло. За это маленькие зверьки пользовались всеобщим почетом и считались священными животными. Почитание мангуста было настолько велико, что до сегодняшнего дня среди руин храмовых комплексов встречаются посвященные им памятники. Кроме того, во время археологических раскопок на территории Египта обнаружились многочисленные бронзовые статуи и нательные амулеты с изображениями мангуста. Считалось, что такие амулеты способны защитить владельца от укусов змей. Однако нигде мангуст не пользовался такой популярностью, как в Южной Азии, в Индии, Пакистане и Бангладеше. Местные факиры даже устраивают зрелищные представления с участием этих умелых охотников. В заключение следует подчеркнуть, что смелость, ловкость и скорость мангустов заслужили признание и уважение. Однако вмешательство в природу нередко приводит к результатам, отличным от ожидаемых. Друзья, а я хочу сделать вам интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота, ссылка в описании. А на сегодня это все. Всем пока!